На эту работу меня вдохновила одна из моих зрительниц, когда спросила в комментарии, могу ли я сделать новогодние сани с ажурными завитушками, такими, как в своих прошлых работах. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. И я подумала, что это отличная идея – сделать новогодние сани как основу для интерьерных композиций. В своих прошлых работах я использовала вот такой провод. Из него буду делать полозья для этих саней. Он алюминиевый, одножильный, в рукаве из ПВХ. Хорошо гнется, но при этом также хорошо держит форму. Ссылку на такой провод оставлю в описании под видео. Но имейте в виду, что я живу в Беларуси, поэтому все цены будут в белорусских рублях. Я сделала схему, на которую буду ориентироваться в работе. Все схемы я также оставлю в описании этого видео. Все элементы завитушки скручиваю отдельно. Размеры и форму подгоняю по схеме. Точно так скручиваю и третий элемент. Перед тем, как соединять между собой элементы, раскладываю их и карандашом намечаю точки соединения. Склеиваю с помощью суперклея. Такое соединение с помощью суперклея на мягком ПВХ рукаве, в котором находится проволока, очень надежное. Раньше я такие соединения дополнительно скручивала тонкой проволокой, но это можно и не делать. Точно так сделала и вторые полозья для саней. В схеме будет вот такой рисунок. По нему делаю горизонтальные перемычки, которые будут соединять полозья между собой и на которые будет опираться сиденье саней. Сначала определяю ширину заготовки, ориентируясь на схему. А теперь отмечаю и подрезаю ножки на высоту полозьев. Таких нужно 2 заготовки. И теперь приклеиваю их по вертикальным разметкам на схеме. Окрашиваю полозья белой акриловой краской. Делать это удобно спонжем. Вместо него можно взять и обычную поролоновую губку. Когда краска высохла, тонирую поверхность полозьев акриловой эмалью жемчужного оттенка. Полозья готовы. И теперь сделаю сиденье для саней. По схеме Б вырезала заготовку из картона. У меня картон переплетный толщиной 1,5 мм. Можно взять и гофрокартон.
Если у вас будет гофрокартон, то вам не нужно делать надрезы. Я же надрезаю часть картона, чтобы его можно было согнуть. Из синтепона вырезаю деталь, которая равна по размеру части детали из картона. Синтепон наклеиваю на картон. Из эластичного бархата вырезаю деталь с припусками 2 см по контуру. И дальше оборачиваю тканью картонную деталь и наклеиваю припуски на картон. Если у вас ткань не такая эластичная, как у меня, то вам нужно согнуть картон в том месте, где он будет перегибаться, и только в таком виде наклеивать припуски, иначе ткань потом будет препятствовать сгибу. В шаблонах на схеме С вы найдете деталь боковины или спинки сиденья. Обвожу ее на картон. Если размер вашего картона позволяет сделать одну целую деталь, то просто обведите шаблон, отразив его по центру. Я же просто склеиваю две детали. Там, где спинка будет закругляться, перегибаю гофрокартон по его ребрам. На спинку наклеиваю синтепон, который вырезаю точно по контуру картонной заготовки. Из того же бархата вырезаю деталь спинки с припусками 2 см по контуру. Оборачиваю бархатом картонную деталь и наклеиваю припуски. И опять же, если ваша ткань не тянется, обязательно во время приклеивания припусков сгибайте картон. А сейчас намечаю на лицевой стороне наклонные линии с расстоянием 4 см друг от друга. Дополнительно отмечаю точки пересечений. В этих местах я буду пришивать бусины. Диаметр моих бусин 8 мм. Для удобства места расположения бусин прокалываю шилом.
Когда все бусины пришиты, толстой хлопчатобумажной ниткой создаю рисунок пересекающихся линий. При этом ниткой оборачиваю каждую бусину. В итоге получилось вот так. Обратную сторону деталей донышка и спинки заклеиваю искусственным мехом. При этом детали из меха вырезаю немного меньших размеров, примерно на 5 мм по контуру. И теперь все детали готовы для соединения. Размечаю мелом на деталях точки соединения. И начинаю склеивать донышко и спинку. И начинаю от середины. Вот такой декоративной тесьмой оклеиваю края сиденья. Получилось вот так. Прежде чем приклеивать полозья к сиденью, проверяю, как прилегают друг к другу все точки на деталях. При необходимости проволоку подогните и расправьте, чтобы все эти точки прилегали к сиденью. После этого приклеиваю полозья.
Передние части, верхушки полозьев, также приклеиваю к сиденью. У меня была вот такая кисточка-подвеска, которая по цвету подходит к тесьме. Ее навешиваю на верхушки полозьев. Такие сани – это отличная основа для интерьерной композиции, в которой можно использовать различные варианты сочетания флористических и декоративных элементов и менять их каждый год. Я попробовала сделать 3 варианта и остановилась на последнем, как мне показалось, на более лаконичной композиции. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями. Они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.